Вот так она и была. Прямо на этой траве. Я, короче, рад, счастлив. Попадается у нас наконец-то золотое колечко. Смотрите. Снова колечко. Третье золотое. Печаточка попадается. Офигеть. Всем здорово! У нас сегодня очередной горный коп. Я решил проверить одно интересное место. Ну, я не знаю, как оно будет по находкам, но я давно хотел его проверить. И там, думаю, мы пошурфим. Но пока будем идти до этого места, поищем что-нибудь по дороге. И надеюсь, что-то нам попадется. С вами снова B92, и это новое видео из рубрики «Поиск без границ». Погнали! Смотрите, какая красота! Уже почти зима. И как отлично видно горы. Просто класс. Еще все это в снегу. Очень красиво. Тут ничего не скажешь. Всем доброго времени суток. Аргентина вас приветствует. Сегодня с моим другом Валентином решили поиграться. Значит, я ищу у себя на пляже, как вы сами видите, в Аргентине, а он будет искать у себя в России. Ну и посмотрим, кто больше найдет и какие находки у нас сегодня будут. Так что садитесь поудобнее. Надеюсь, это видео вам понравится. Вот так выглядит сегодня пляж, чтобы вы посмотрели. На нем сегодня мы будем искать. И посмотрим, что найдем. Да, вот она. Монетка. 20 копеек 61-го. Первая монетка за сегодня. Отлично. Очередная монетка попалась. Это ходячка. 50 копеек. 97-й год. Ну, неплохо, тоже монетка. Берем. Так, у нас неплохая находочка. Смотрите. Правда сломанная, но серебряное колечко. В моей коллекции уже типа такое есть уже. Но неплохо. Вон оттуда сейчас стягаю. Посмотрим. Может еще что-нибудь найдем. Ладно. Продолжаем. Выпала очередная интересная штучка. Это у нас обломанная запонка. Латунная. Советская. Ну, неплохо. Неплохо. Возможно, еще что-нибудь интересное попадется. Продолжаем. Да, хотел вам показать. Смотрите, какие монеты здесь попадаются. Вообще удивительно. 78-й год. 42 года монете. И сохранчик, смотрите. Да, не то что современные монеты. И как сами видите, прям возле моря копаю. Вот здесь буквально ее нашел.
По крайней мере, без вот этого скуба здесь делать нечего. Я попробовал первое время лопатой, потом понял, что я ошибся. Долго копать придется. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate. The oak tree where I met you and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up, 'cause there will be a day we'll meet again. We'll meet again. Everything we wanted turned to gold. The path we chose, the future on our side. Never thought I'd do this on my own, but now I wield the sword you left behind. The oak tree where I met you and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up, 'cause there will be a day we'll meet again. We'll meet again. Dark for the sunrise, clouds for a blue sky, space for the traveling star. Strong from the inside, you're still my lifeline. I feel you wherever you are. The oak tree where I met you and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up, 'cause there will be a day we'll meet again. We'll meet again. We'll meet again. Еще одна. Блин, очень интересная находка попалась. Я такого не ожидал найти здесь на горе. Причем так интересно лежит, посмотрите. Вот так она и была. Прямо на этой траве. Колечко здесь. Давайте посмотрим, что за колечко. Ух ты! Вот это да! Да ладно, это серебро! Посмотрите, здесь пробы. Советское серебро. 925. Вот это да! Серебро найти прямо на склоне. Вот смотрите, какой склон. И здесь вот такие вещи валяются. Вот это да! Классная находка. Берем. Но там на фото все увидите. Но серебро. Кайф. Я, короче, рад, счастлив, попадается у нас наконец-то золотое колечко. И прям вода, прям рядом. И посмотрите, маленькое какое. И это самая хорошая и приятная вещь за сегодня. Смотрите. Вот такое вот колечко. Золотое, правда, маленькое, не знаю, с ребенка, что ли, такое колечко. Приятно все-таки золото-то подымать. Вон там я и выкопал как раз ямку. Погода сегодня офигительная, я уже чувствую, что мне жарко.
Но золото, а мы в Африке с золотом, мне нравится, пойду помою его быстрее. Вот в этой же ямочке я его и нашел. Вот такое вот колечко. Колечко, колечко, кольцо. Сегодня у меня походу день колец. Смотрите, снова колечко. Фу, это серебро. Я уже думал золото. Второе серебряное колечко. Чуть-чуть обломанное. Ну блин, оно желтое. Я уж думал, блин, золото реально. Да ну, не может быть, думаю. Это 875 серебро, тоже советское. Не, ну в любом случае это прикольно. Такие вещи находить. Второе кольцо. Фу. Ну, конечно, жаль, что не золото, но сигнал не был золотой. Так что вот так вот. Класс, берем. Да, можно сказать, сегодня мой день. Смотрите. Нашел пульсарита, как же она по-русски называется? Серебро, короче. Вот так вам скажу. Сейчас вспомню, как она по-русски называется. Сейчас, по-моему, вот, смотрите, какое. Офигительно. Серебруха. Браслет, вот как по-русски называется. Я уже слова начал забывать. Вот такая вот находочка. Серебруха. Вообще шикарно сегодня. Ладно, продолжаем. Значит, вот здесь было колечко, а вот здесь рядом был сигнал. И это очередная советская двадцаточка, 61 год. Знаете, у меня есть такая мысль, что здесь имеет смысл зашурфиться. Здесь такая пещерка, но она засыпанная. И здесь намыто очень много. Я так думаю, что может быть что-то интересное в этой земле. Потому что кольцо, монета. И я думаю, здесь еще что-нибудь есть. Так что, думаю, это имеет смысл. Посмотрим. Так, буквально же вам показал, вот здесь я нашел цепочку. И вот я вам хотел что показать. Смотрите, как интересно получается. И вот я нахожу монету, буквально метр от нее. И вот эта монета, сейчас мы посмотрим, 85-го года, 1985-го. Вот и представьте, хожу по пляжу 80-х годов, называется. Такая вот монетка. Ладно, продолжаем. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I could find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.
О! Вот это да! Вот это да! Так, вот там, где лопата, выскочил у меня сигнальчик. И это уже кое-что поинтереснее. Выскочила пуговка-гирька, вторая в моей жизни. И даже узор на ней какой-то есть. Пуговки-гирьки, как мы знаем в шурфе, это хороший знак. Значит, что-то будет. Ну, по крайней мере, что-то интересное может попасться. Ладно, интересная находка, берем и продолжаем. Меня, короче, потрясывает опять второе колечко золотое. Обручалка, это уже побольше. Это уже поболя. Ну все, сейчас я отсюда не уйду в ближайшее время. Второе золотое колечко. Офигительно просто. Вот такое оно. Шикарно, короче. Время терять мы не будем. Это мы потом можем все обсудить. Вон оттуда я ее как раз достал. Пошел-ка я обратно. Все, давайте. Увидимся скоро. Шурф продолжается, и у меня очередная монетка. На этот раз советская копейка 74 года. Но это монета, и это хорошо. Берем. Вот теперь у меня точно все потрясывается. Смотрите, третье золотое. Печаточка попадается. Офигеть. Тяжело просто там копать очень сильно. Смотрите, какая печаточка попалась. Вот такие вот дела сегодня. Вот это да. Вот это, мама, не горюй. Вода прям возле меня, блин. Оттуда все вытаскиваю. Так что буду пробовать таскать, насколько получится. Ладно, продолжаем. Ну что, заканчиваю шурф. Больше здесь нет ничего интересного. Возможно, конечно, что-то в глубине здесь. Но тут очень много корней и копать, ну, вообще нереально. Помимо тех находок, что я нашел, попалось еще несколько кусочков фарфора, ножичек самодельный и вот такое горлышко от очень старой бутылки, возможно, даже царской. Но она не целая, так что как-то так. Ну и если что-то еще найду, вы увидите. Смотрите, какое интересное колечко попалось. Вы посмотрите рисунок. Типа кленовый лист. Да, а может и не кленовый. Это кто как посмотрит. Ну, неплохой такой перстенечек. Ха! И все вон там копаю. Там же и золото нашел. В принципе, все перекопал уже. Ладно, пошел дальше. Продолжаем. Так, я поменял место, и у меня верховая находка. Вот она. Свежий рубль 2007 года. Сейчас попробую здесь еще шурфануть, насколько получится. Но вряд ли много, потому что уже темнеет. Но попробую. Но рубль уже есть. Сейчас посмотрим, что еще есть. Так, смотрите, попалась подвеска из нержавеечки. Вот такая вот. Полкрестика здесь, главное, с сердечком, и полкрестика здесь. Значит, у кого-то осталась вторая половинка такая. Такая вот находочка. Ну а мы продолжаем. Ну что, вот он результат моего горного выхода. К сожалению, шурф особо много находок не дал. В глубине попалась только вот такая вот древняя пуговица-гирька. Я даже затрудняюсь сказать, какого времени, потому что выглядит очень древней. И это даже не медь, а бронза. Возможно, даже и средневековье. Здесь вот такой круговой орнамент. Смотрится очень интересно. Не знаю, что за пуговка. Пишите в комментариях. Я такого никогда не находил. Также там в шурфе попалось несколько кусочков фарфора, я их тоже забрал, я такие вещи люблю. Жаль, никаких клейм нету, но это точно фарфор. Ну и еще вот такой вот древний кованый гвоздь попался, скорее всего царский. По верховым находкам тут побольше. Попались несколько ходячек, 2 рубля рубль, 50 копеек 10 копеек. Из советов попалось 2 двадцатки 61 и 3 копейки. И 2 из них в очень хорошем сохране, как новые прям.
По украшениям поинтереснее попалась вот такая вот заколка, советская запонка. И что меня удивило больше всего, 2 серебряных кольца. И это в месте, которое выбивается уже больше 20 лет. Причем очень регулярно. Первым попалось вот это советское колечко 925 пробы. Я очень удивился, что его нашел. Ну, вы сами видели, оно было в довольно интересном положении. Ну и второе, чуть-чуть обломанное, но это тоже серебро 875 пробы. Хотя, когда я увидел желтый цвет, то уж подумал, что мало ли вдруг золото. Но нет, сигнал был серебряный. Но в любом случае это серебро, и это круто. Потому что такое количество ювелирки я и на пляже редко нахожу. Также еще из находок попалась современная пуговица с джинсов и латунная гайка. Вот такой вот получился результат. Ну, как по мне, очень даже годный. Особенно вот эти 3 находки. Ну вот, результат моего копа с шурфом. Сами видите, насколько грязная эта гора, сколько пробок здесь, сколько мусора. И это все надо выкопать и забрать, чтобы найти что-то интересное. А количество находок вы сами видели. И хотя находки порадовали, но все равно количество мусора просто охренеть. Причем как советских времен, так и современного. Язычков от банок, блин, не меньше, чем на пляже. Из мусора интересного попался только вот такой вот самодельный ножик. Сделан из ножовки по металлу, из полотна. Возможно, в 90-е кому-то перо под ребро совали. Так что вот такие дела. Ну, не обошлось и без интересного цветмета. Попался вот такой вот алюминиевый кабель. Кусок. И еще вот такой вот алюминиевый кабель. Так что вот такие дела. Конечно, мой результат не идет ни в какое сравнение с тем, что накопал Андрюха в Аргентине на пляже. А ведь на самом деле у него такие выходы очень даже часто бывают. Ну а результат вы и сами только что видели. Надеюсь, когда-нибудь и я там покопаю, но это уже будет совсем другая история. Но с вами был В92 и крайний в 2020 году 59-й выпуск из кладоискательской рубрики «Поиск без границ». Увидимся уже в следующем году. Всем удачи. Пока. And it goes, and it goes.